Слово номер раз. Парасолька. Парасолька. Во французском точно так же, только там два слова. Дуже помогло, то, что на французском оно В тоже так же. испанском вообще точно так же звучит. Это значит солонка, зонтик, дуэт из двух солистов или парашют. Зонтик. Молодец. Мгм. Потому что парасоль это для солнца. А есть еще параплюя для дождя. Вот это я не знаю. Ну, это Так. когда испанский начнешь учить, там расскажу. Слово номер два. Порожнеча. Первый вариант. Порог дома. Второй. Некрасивое лицо. Третье. Пустота. И четвертое. Мясорубка. Порожнеча. Либо первое, либо четвертое. Порог дома или мясорубка? Думаю, порог дома. Нет, это пустота. Вот что-то повеяло чем-то депрессивным, я знала, но вот пошла против интуиции. Потому что порожня это пусто. Порожнеча Из пустота. пустого порожня, да. Да. Вот, кстати, ты знаешь. Третье. Клепка в голове. Клепка в голове. Первое. Болит голова. Второе. Умный человек. Третье. Идея фикс или навязчивая идея. И четвертый. Глупый человек. Идея фикс. Нет. Не? Вообще это такое образное выражение. Типа царь в голове, но это немножко другое. Вообще это умный человек. Умный человек? Умный. Короче, говорят, когда с клепкой в голове, тогда он умный. А без клепки, типа, голова расклепалась и мозги поехали. Ну, как интересно. Да. Клепка это хорошо. То есть заклепана, там все клепки на месте стоят. Кстати, с точки зрения современной андрогогики и нейрофизиологии, что-то в этом есть, что клепки. Ну да, что все на месте, все функционирует, все органы на месте. Да, великие укры древние знали. Знали, о чем говорили. Физиологию. Оставили это в языке. Да, сейчас это модная теория. Четвертое. Мавпеня. Мавпеня. А варианты будут? Да, конечно. Маковые зерна. Второе. Пеня за просроченный платеж по кредиту. Третье. Детеныш обезьяны. И последнее. Вероятность, что сегодня пойдет дождь или снег. Ну, типа предсказание осадков. Мавпеня. Дождь или снег? Предсказание, думаешь? Да. Нет, это детеныш обезьяны. Это маленькая обезьяна. Сладкий. Короче, меня не поймут, если я начну шпрехать на мове. Ну, смотря чего шпрехать, потому что вот это вот мне нравится. Чапля. Это манера авторской игры в стиле Чарли Чаплина. Это капля чая. Это веревка для привязывания паруса. Или название птицы. Птичка. Да, какая теперь, интересно, угадаешь? Ну, явно не цапля. 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 Я уже, знаешь, я чую подвох просто везде. Да, цапля, которая это тонкая курка, которая клювом щелкает. Это они. Цапля, которая кушает на снеданок стрепиздиков, да? Вот, кстати, стрепиздек, это ж эти, как эти, Кузнечики. кузнечики, на самом деле, это коник, это как залупивка, это, ну, типа, есть нормальное слово, есть полохулька, а есть стрепиздек. Так, шестое, скроня. А, ты у нас медик, тебе понравится. Значит, это может быть висок, пятка, локоть или мочка уха. Скроня. Висок. Молодец. А чё так? А чё так? Космогенез вернулся. А, потому что точно не пятка. Я вот только, да. Они, кстати, почти все, кроме виска, звучат, ну, аналогично по-украински. О, тоже тебе туда же, к твоим старым медицинским прошлым. Дубця. Это росток дуба, ну, типа дубочек маленький. Попка, дуля или искорка. Искорка. Искорка, дубця. О, ну, если я скажу, що в тебе дубці в очах. Господи, прости, Господи. Нет, это жопка, попка. Дуба вообще это попа. Я приличное что-то выбираю.
Не, ну это ж приличная Да, дупа. прилично, прилично. Ну, дупця просто это типа попочка, знаешь, это можно даже Дупця. ребенку или любимой женщине сказать. В тебе така дупця. Ага, да, орех вот это, так и просится на грех, вот это все, це дупця. Ну, блин, ну сукня тут. Ну, я тебе прочитаю, ты знаешь, ты уже спалилась, что это самка собаки, платье, название блюда или сукно. Название блюда. Да, Я сукня, беру подсказку. слушай, звонок другу. Ну, делают же эти торты в форме платьев, вот. Да. Есть такое. Так, мавка. Но это не та, которая мавка. Не МФП, нет, это другая мавка. Мавка. К в конце. Кастрюля для варки манной каши. Специальная, да? Мифический дух дерева. Название специи для выпечки или корень. Ну, корешок. Типа. Корень. Корень? Ты всегда последнее выбираешь, да? Да, ты меня раскусила. Я тут я ж переставляла специально. Да, нет, я Да. ж разумею. Не-не-не-не-не, это мифический дух дерева. Это типа русалки, которые живут на деревьях. Вот помнишь, у Пушкина есть в Лукоморье? На опушке, да. Русалка на ветвях сидит, так вот она на ветвях сидит, одним словом в украинском языке называется мавка. Ну, там их много. И вот они еще, типа, они вот недавно Ивана Купала было, украинское. И они только один день в году, когда они, типа, ну, не кусают. Они добрые. А все Интересно. остальные дни, ну, вот это ж помнишь, что русалки заводят там. Ну, сирены заводят, а русалки вроде как... Сирены в море. А русалки, они же еще сидят в болотах. Тут, вот. А мавки, Что-то они... я из села, я ни разу с русалкой не это. Да. Ну, Да. У тут меня, тебе кстати, надо... анекдот про русалку есть ну, давай. на английском. Вот мне интересно, поймешь ты или нет. В общем, нашел мужик русалку, вот, качал, и все, она на него так влюбленно смотрит и говорит, take me. Он такой, no, она, why on, but how? Я бы спросила, but where? Потому что, да. Підстава. Підстава. Это то, что ты сейчас делаешь, да, подстава? Ну вот слушай, это подставка, повод, поводок, предательство. Поводок. Нет. Еще вариант. Предательство. Нет, подставка или повод? Наверное, повод. Повод. С Подстава. 5-го раза я угадала. Из 4 вариантов с 5-й попытки. Ну, слушай, ну так, это примерно как я в эстонском. А Я может понимаю, я быть, сейчас за все отдуваюсь. а может быть ворона, а может быть собака. Собака, да. Так, шлях. Мужчина. Шлях, дорога. Значит, путь. Это. У Джамала есть замечательная песня «Шлях до дому». Потому что это путь, потому что дорога, так и будет дорога. Ну, путь. Ну, ты послушай, что это мужчина легкого поведения. Точно. Всё. Путь, шарфик и шелуха, да, это путь. Ну, можно, конечно, как дорогу переводить, но в таком более, знаешь, как вот жизненный путь, вот поэтому жизненная дорога. Шпалеры, знаешь такое? Нет. Шпалеры. Шпалы, обои, название птиц, у меня везде птицы, или плоды шелковицы. Второе что было? Обои. Обои. Ты обои думаешь? Да. 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 Молодец. Так. Ашпальта. Знаешь? Я тоже недавно узнала. Ну как недавно. Шпалы. Нет, извиняюсь, не та строчка. Не шпала. Шпальта это шпатель, опять медицинское что-то. Минерал, шуба или полоса в газете. Полоса в газете? Ну, типа колонка, вот, да. Полоса в газете. Да. Знаешь, когда говорят на первой, ну, она, для меня это страница, они говорят на первой полосе, на первой колонке, это вот эта колонка. Да, я понимаю. Шпальта. А вот это вот бытися об заклад. Знаешь, что это? Биться о стенку, что ли? Ну, ты послушай сначала. Первое, ты почти угадала. Удариться о тумбочку. Мизинцем. Да, сломанным. Заключить пари. Опоздать на поезд, автобус. Запізнитися, да? Долго не получается вспомнить нужное слово. Это почти всегда у него, когда в эстонском, да.
Биться об заклад. Битися об заклад. Первое что было? Удариться о тумбочку. Ну, ты аж Не, как. не о тумбочку и не опоздать. Второе. Заключить пари. Ну, наверное, заключить пари. Да. Ну, это знаешь, как закладная, как вот это вот. Да, бьюсь о заклад, да. Как это, закладная, это когда Ну, под накладная тоже залог. есть такой, как Да, документ. Да. А как под залог, как это дом, ну, Мгм. как закладывают Я там поняла. вещества. Так, ну это может знаешь, а может и нет. Две формы. Тебе, если говорю, будь ласка, а если в группе людей, будьте ласкавее или вежливо. М. Будь ласка, будьте ласкавее. Так, будьте ласковые, будьте серьезнее, похудейте или пожалуйста. Ну, я знаю, что, пожалуйста, но похудейте, это персик. Будь ласка, это пожалуйста. А, так ты знала. И последнее. Щур. Так. Щур вообще-то. Щур. Там Так. диктофон. Это крыса, зяблик, крот или бабочка. Ну, бабочку уже сегодня упоминали. Или зяблик, или крыса. 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 Причем домашняя, домовая. Потому что вот эти, которые по улице, они по-другому. Это вау. И всем рекомендую, вот кто меня слышит, это очень интересно участвовать в таких проектах, поэтому кто хочет себя попробовать, пишите Галине, это круто. Спасибо. Пока. Пока-пока. Пока. Угу. Сначала хлопушку сделала, потом камеру включила. Ну, то ж я так, пара-пара-пам. Все. Все так хорошо было. Ну, что я сделала? Пара-пара-пам.